Когда кажется, что китайский автопром уже удивил всем, BYD выходит на сцену с новым козырем – TAN L. Этот кроссовер, как сериал, в котором каждый новый сезон лучше предыдущего. Он не просто продолжает линию TAN, а фактически перезапускает ее на новом уровне. Тут не будет компромиссов, только 7 мест, только современные технологии и только серьезный подход к электрификации. В одной машине и простор для большой семьи, и азарт для водителя, и гибкость выбора. Хочешь электричку? Пожалуйста. Нужен гибрид? Не вопрос. И да, задний или полный привод, решать вам. TAN L задает новый вектор развития для умных, стильных и мощных кроссоверов. Уже в продаже в Китае в 6 комплектациях и по цене от 31 700 до 40 тысяч $. Этот автомобиль явно настроен на успех. Давайте разберем, чем же он так хорош. Главный дизайнер Вольфганг Эггер отметил, что TAN L – это не просто автомобиль, а настоящий носитель китайской культуры. Обновленный кроссовер выглядит элегантно и динамично, с отличным сочетанием узнаваемых черт бренда и современных трендов. Передняя часть привлекает внимание закрытой решеткой радиатора и двухуровневыми фарами, а хромированная планка на верхней части фар добавляет автомобилю современности и цельности. Важные детали подчеркивают технологичность. Воздухозаборники с активными заслонками в бампере улучшают аэродинамику и работу силовой установки. Выдвижные дверные ручки также усиливают аэродинамичность и делают силуэт более обтекаемым. Задние фонари с эффектным светодиодным узором «Ритм бамбука» отсылают к китайской культуре, создавая оригинальный акцент, который подчеркивает связь модели с историей. TAN L стал заметно крупнее предыдущего поколения. Увеличенная колесная база и габариты обеспечили больше пространства в салоне и придали кроссоверу более внушительный вид. Для любителей стиля есть выбор из 20 и 21-дюймовых колесных дисков. На крыше появился лидар, отвечающий за работу продвинутого автопилота с нескромным названием «Глаз Бога». А еще автомобиль можно оснастить внешним боксом для хранения дрона, что подчеркивает инновационность модели. Как и подсказывает буква L в названии, новый кроссовер BYD – это увеличенная версия обычного TAN. Он подрос в длину на 170 мм до 5040. Стал шире на 46 мм – 1996 и выше на 35 мм – 1760, а колесная база выросла на 130 мм, достигнув 2950. Вес гибридов варьируется от 2240 до 2670 кг, а электрические версии от 2675 до 2970 кг. Грузоподъемность у всех модификаций около 600 кг. Полноприводные версии могут тянуть прицепы до 2 тонн. Отличный выбор для путешествий и активного отдыха. И да, в автомобиле есть 4 оттенка кузова, вдохновленных традиционным китайским фарфором. Кроссовер построен на новой платформе Super и с двойными поперечными рычагами спереди и многорычажной подвеской сзади. Пневмоподвеска отсутствует, но пружины все еще в деле. Платформа универсальная, подходит как для гибридов, так и для электромобилей, и TAN L это отлично подтверждает. Гибридный TAN представлен в 2 версиях с продвинутой системой DM-i 5-го поколения, которая отличает отличную топливную экономию и улучшенные динамические характеристики. Для тех, кто любит скорость, есть полноприводная версия с системой DMP, которая дает значительно больше мощности и более спортивные ощущения. В первой версии один электромотор на передней оси мощностью 272 силы, во второй – 2 электромотора с общей мощностью 544 сил. Оба варианта имеют 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель на 156 лошадей, который работает как генератор или подключается к передним колесам в трассовом режиме. Гибриды оснащены электронной вариаторной трансмиссией. Запас хода на электричестве от 135 до 165 км по циклу WLTP, батарея на 35,6 кВт-часа.
Максимальная скорость – 200 км в час. Разгон до первой сотни занимает у переднеприводной версии 7,9, а у полноприводной всего 4,3 секунды. Что касается расхода топлива, минимальные показатели от 0,7 до 1,2 литра, а средний расход варьируется от 5,7 до 6,7 литра на 100 км в зависимости от версии. Полностью электрическая версия также представлена в двух вариантах. Заднеприводный кроссовер с одним мотором на 680 сил, способный крутиться до 30 тысяч оборотов в минуту. И мощная полноприводная версия с двумя электродвигателями, развивающая впечатляющие 1102 силы. Одномоторная версия разгоняется до 100 км в час за 6,3, а двухмоторная за 3,9 секунды. Максимальная скорость – 240 для первой и 265 км в час для топовой версии. Для современных семейных кроссоверов разгон теперь как у спортивных машин. Конечно, это круто и явно показатель прогресса технологий. Но вот вопрос. А нужно ли вообще столько динамики для семейного авто? Ведь для поездок с детьми и в магазин не всегда нужно быть первым на светофоре. Аккумуляторы серии BYD Blade на 100,5 кВт-часа обеспечивают запас хода 600 или 670 км в зависимости от комплектации. А расход энергии 17,4 или 21 кВт-часа на 100 км пути. А сверхсовременная архитектура Super E на 1000 вольт позволяет заряжать батарею на 400 км всего за 5 минут на зарядных станциях мощностью 1 мегаватт. Кстати, компания планирует установить 4000 таких станций по всему Китаю в ближайшее время. Интерьер новинки – это идеальное сочетание высоких технологий и традиционной китайской культуры. Семиместный салон доступен для всех версий, и это не может не впечатлять. Приборная панель с рельефной текстурой, бамбуком и деревянным шпоном создает атмосферу роскоши и мастерства. Здесь все сделано из мягких материалов, а сиденья обтянуты настоящей кожей, а не искусственной. На передней панели два экрана, виртуальная приборная панель и 15-дюймовый тачскрин для управления всеми функциями. Есть проекционный дисплей на лобовом стекле, все важное под рукой, и ты не отвлекаешься от дороги. Любители комфортных мелочей оценят подогреваемый и охлаждаемый бокс для еды и напитков – идеальный способ поддерживать нужную температуру для продуктов. Кресла первого и второго рядов с электрорегулировками, памятью положения, подогревом, вентиляцией и массажем. Спинки задних сидений можно сложить, чтобы уместить больше вещей. Багажник – это уже отдельная история. 675 литров при сложенных сиденьях третьего ряда и целых 1960 литров при сложенных двух рядов. В электрической версии добавили багажник спереди, целых 136 литров. Это крутая фишка для хранения всяких мелочей, которые всегда хочется держать под рукой. Кроссовер Tan L оснащен крутой системой автономного вождения глаз Бога. Она включает лидар, камеры и датчики, которые помогают машине ориентироваться и двигаться в полуавтоматическом режиме. В системе есть адаптивный круиз-контроль, ассистент для пробок, удержание в полосе и экстренное автоматическое торможение. Все для того, чтобы поездки были не только комфортными, но и безопасными. В Китае уже можно заказать этот свежий кроссовер, доступен сразу в 6 комплектациях. 3 гибридные и 3 полностью электрические. Что по ценам? Гибрид стартует с отметки в $31 700. Средняя версия обойдется в 34,5, а топ уже $39 500. Электричка чуть дороже на старте. 33 тысячи за базу, 35 900 за середнячок и $40 000 за максималку. BYD Tan L – это крутая техноигрушка на колесах, которая сразу дает понять, с ней шутки плохи. Умные системы безопасности, современный дизайн и передовые технологии – все как надо. В мире, где гибридов и так хватает, Tan L явно пришел не просто постоять в сторонке. Марка BYD вообще играет по-крупному. Она стремительно ворвалась на глобальный рынок и за короткое время успела показать, кто здесь главный по части электричек и гибридов.
К тому же она не ограничилась только китайским рынком, а смогла покорить весь мир. Модель Tan L выглядит очень перспективно, а сама марка не останавливается на достигнутом и уверенно идет к новым, амбициозным целям. На этом у нас все, но впереди еще много интересного. Друзья, ваш лайк и подписка – это как полный бак для нашего канала. Поддержите нас, чтобы мы продолжали радовать вас новыми обзорами. Делитесь своим мнением в комментариях, это помогает нам делать контент еще интереснее. Желаем вам только удачных дорог, полного бака и комфортных поездок. Оставайтесь с нами, до скорой встречи на канале.